разобраться в этом всем на самом деле не так сложно, но чаще всего рекомендуем обращаться к автоэлектрикам, которым достаточно показать вот такую вот схемку, которую мы дадим, и он без проблем подключит. Если он не понимает, что здесь написано, то бегите от этого автоэлектрика подальше. Ну и осталось последнее. Разъемчики посмотреть, вот верхняя часть. Вот здесь есть 10-пиновый, 8-пиновый, 4 и 6-пиновый. Что за что отвечает? Итак, сначала мы рассмотрим 10-пиновый. 10-пиновый разъем предназначен исключительно для камеры заднего вида, либо Wi-Fi антенны. Например, что значит Wi-Fi антенны? Камера заднего вида, она может быть проводной и беспроводной. Соответственно, есть адаптеры, продается. Адаптер для проводной, это специальный кабелечек, и адаптер для беспроводной, кабелечек с прибором, который может подключить. Как это работает? Вместе с реверсом при включении задней скорости вы видите, что происходит сзади. И это позволяет вам подключить еще камеры. Камеры, кстати, могут быть разные. Активные, пассивные, с датчиками приближения, сигнализации и тому подобное. Причем цены на камеры могут быть различные. Самая простая камера стоит, естественно, недорого. Это в районе $10. Ну а потом уже пределов на самом деле нету. Наверное, есть камеры и за 3000, и 4000. Ну, это $100, $120 и $200. Это уже зависит от того, какую камеру вы хотите себе поставить. Но опять же, магнитола, если стоит всего в районе $110, то и камера не может быть установлена. Может, в принципе, установлена подороже, но я не вижу в этом целесообразности. Рассматриваем теперь разъемчик для USB. Существует два разъема USB, 4-пиновый и 6-пиновый. Причем мы заметили, что используется в 6-пиновом все равно только 4 разъема. То есть вы можете вставлять фишку как туда, так и туда, и USB у вас будет работать прекрасно. К сожалению, оба USB работают только в версии подороже. Одновременно они не работают. Это связано с принципом организации работы USB. Например, на автомобилях, когда один USB исключительно для зарядки, а второй USB исключительно для считывания флешки. Также сюда может быть установлен адаптер, переходник, так званый к штатному USB, который есть у вас в автомобиле. И последний разъем 8-пиновый, вот он здесь. 8-пиновый разъем — это CAN бус адаптер. Очень важный разъем, потому что именно те автомобили, которые имеют расширенную конфигурацию, а значит у них должна отображаться на экране, к примеру, состояние климат-контроля, отображаться температура, еще некоторые возможности настройки. Существует специальный кабель, специальный отдельный CAN, который подключается именно в этот разъем, и это позволяет потом с помощью CAN-тайпа в настройках, выбрав определенный тип шины, увидеть те настройки, которые мы ожидаем. Таких автомобилей достаточно много, и они требуют немножко более дорогой комплектации. И, кстати, последние современные автомобили все чаще и чаще используют именно такую коншину. Но я уже говорил, что сама магнитола, она имеет встроенную базовую коншину. И, в принципе, некоторые автомобили автоматически подключаются на встроенную коншину, такие как Honda. Им не требуется отдельная CAN. Некоторым требуется отдельно. Но опять же, это зависит от самой конфигурации автомобиля. Это нужно уточнять в каждом случае, смотреть, что собой представляет ваш автомобиль. Так что, ребята, дерзайте, покупайте классные магнитолы на андроиде. Они недорогие, работают прекрасно, а мы будем отвечать за их гарантию, за качество их работы и обязательно протестируем перед отправкой. И вы получите магнитолу, которая будет работать, и получите гарантию уже в стране производителя непосредственно. Не с Китая, а гарантия будет от нас. И данная магнитолка служит очень долгое время. Ну а возможности андроида, я думаю, у вас не вызывают каких-то сомнений. К сожалению, сейчас еще нету магнитол на iOS, но думаю, что они появятся. Но цена их будет значительно выше, так как это все-таки продукция iOS. Ну а может и не появится. Android все-таки более практичен.
Сейчас магнитолы есть 9 дюймов, 10 дюймов. Планируются магнитолы на 12, 17, 21, 27 и даже 35 дюймов. Это называется Tesla Style. Такие магнитолы будут скоро в продаже. И надеемся, нам удастся сделать их цену все более и более доступной.